Год 1919. Первая мировая война закончилась, и Османская империя потеряла значительные территории. Лидеры Америки, Франции, Италии и Британии собрались в Париже, чтобы обсудить условия мирных соглашений и репараций после перемирия, а также определить будущее Ближнего Востока. На конференцию прибыла делегация, представляющая арабский мир. Но один из этих людей не араб, это британец. Его имя Томас Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский. Сегодня Лоуренс пользуется почти легендарным статусом. О нем написаны биографии, поставлены пьесы и снят исторический драматический фильм, основанный на его мемуарах о Первой мировой войне. Он широко известен как британский офицер, который стал защитником арабских племен, помогая им свергнуть турецкое правление. Но какая же настоящая история Лоуренса Аравийского? Все начинается с серии писем, обмененных во время Первой мировой войны между шерифом Мекки Хусейном бин Али и британским верховным комиссаром в Египте сэром Генри Макмахоном. Серия из 10 писем, известная как переписка Макмахона Хусейна, была обменена между июлем 1915 и мартом 1916 года, в которых британцы обещали шерифу независимое арабское государство после войны в обмен на то, что он начнет арабское восстание против врага Британии в Первой мировой войне Османской империи. Несмотря на разногласия в письмах о будущем британского и французского влияния на территориях современной Сирии и Ирака, шериф был достаточно убежден в поддержке Британии и публично объявил восстание 1 июня 1916 года в Мекке. Всего через несколько дней сыновья шерифа Али и Фейсал напали на священный город Медина, пытаясь захватить его и его железнодорожную станцию у 12-тысячного османского гарнизона, расположенного там. Но после 3 дней атак османские войска под командованием Фахреддина Паши отбросили отступающих повстанцев от города. Силы шерифа добились большего успеха в осаде святого города Мекка и исторического города Таиф. Между тем, британские корабли обстреливали османские укрепления вдоль портов Красного моря, а их самолеты атаковали османские войска, нарушая их усилия по подавлению наступающих арабских повстанцев. К концу июля порты Джедды, Рабихи и Янбу были в руках арабского восстания, позволив британцам увеличить поставки оружия и оборудования арабским силам в Хиджазе. Здесь в историю вступает Лоуренс Аравийский. Британская армия отправила военную миссию для связи между арабским руководством и британским верховным командованием в Египте. Кстати, Египет в то время был оккупирован британскими войсками. С октября 1916 года лейтенант Т.А. Лоуренс вместе с британской артиллерией помог арабским силам одержать победу над небольшими османскими гарнизонами и снять осаду с Мекки и Таифа. Лоуренс стал советником сына шарифа, Фейсала. Но несмотря на первоначальные успехи, в основном достигнутые с помощью британцев, Лоуренс был разочарован силами Фейсала. Один отряд турок, надежно окопавшийся на открытой местности, мог бы дать отпор всей арабской армии, и одно крупное поражение положило бы конец войне от одного только ужаса, отмечал он. К тому же, несмотря на название, у арабского восстания не было достаточно бойцов, чтобы противостоять османским силам. Большинство арабов не поддерживали восстание. По всему Ближнему Востоку большинство оставалось верным Османской империи, а не арабскому национализму, в то время как у Великобритании было около 1 миллиона солдат, сражавшихся против османов, арабы предоставили только около 3500. Не в силах взять османов в лоб, Лоуренс понял, что им нужен другой план. Арабским силам нужно было атаковать линию поставок османов в Аравию, Хиджазскую железную дорогу. Люди Фейсала провели большую часть 1917 года, атакуя железную дорогу. Небольшие рейдовые группы взрывали участки пути и разрушали мосты, водонапорные башни и даже некоторые слабо защищенные станции. Планы Британии по вторжению в Палестину зависели от того, смогут ли арабские повстанцы сдерживать османские войска на юге. Восстание было в самом разгаре, но после продвижения британцев в Палестину был раскрыт секретный документ, который показал, что всего за 2 года до этого, пока британцы обещали шерифу Хусейну бин Али независимое арабское государство,
Они также вели переговоры о послевоенных зонах влияния и прямом контроле над османскими территориями с Францией по соглашению Сайкса-Пико. Британское правительство также опубликовало декларацию Бальфура, которая обещала создание в Палестине национального очага для еврейского народа. Несмотря на напряженность из-за этих соглашений, арабские силы продолжали атаковать Хиджазскую железную дорогу и помогать британцам, надеясь, что реальная ситуация на местах по окончании войны окажется важнее любых бумажных соглашений. Для Лоуренса, Фейсала и его сил приоритетом теперь стало добраться до Дамаска быстрее, чем британцы. Арабские силы сыграли важную роль в финальном наступлении в палестинской кампании, позволив британским войскам быстро продвигаться через Палестину и Иорданию, захватить то, что сейчас современный Ливан, и войти в Сирию. На востоке армия Фейсала продвигалась на север в гонке за Дамаском. Они достигли города 1 октября 1918 года, чтобы встретить австралийских кавалеристов, служивших вместе с британцами, входивших с другой стороны. Через месяц Османская империя согласилась на перемирие, и лидеры арабского восстания оказались в сложных переговорах со своими бывшими союзниками по поводу будущего региона. Но все напрасно. В последующие годы Ближний Восток действительно был разделен на зоны влияния и контроля Британии и Франции, и последствия этого решения ощущаются до сих пор. И Лоуренс Аравийский раскрыл истинную историю арабского восстания. Кабинет министров побудил арабов сражаться за нас, дав им четкие обещания самоуправления после войны. Так что мне пришлось присоединиться к заговору, и насколько это было возможно, я заверил людей в справедливости этих обещаний. За 2 года партнерства под огнем они привыкли верить мне и считать мое правительство, как и меня, честным. Но вместо того, чтобы гордиться тем, что мы сделали вместе, я был непрерывно и горько разочарован. С самого начала было ясно, что если мы выиграем войну, эти обещания будут лишь мертвой бумагой, и если бы я был честным советником арабов, я бы посоветовал им вернуться домой и не рисковать своей жизнью за такую чушь. Но я обманул себя надеждой, что, ведя этих арабов к победе, я смогу с оружием в их руках сделать их достаточно сильными, чтобы великие державы были вынуждены принять справедливое решение по их требованиям. Это было нескромное предположение. Я рискнул на мошенничество, убежденный, что помощь арабов необходима для нашей дешевой и быстрой победы на Востоке. И лучше выиграть и нарушить слово, чем проиграть. Истинная история Лоуренса Аравийского – это не история об авантюрных подвигах британского офицера на Ближнем Востоке, а история ложных обещаний, обмана и предательства –